Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о некоторых аспектах сталкинга и о том, насколько дисциплина сталкинга, которая описана так оригинально у Кастанеды и через поучение Дона Хуана, насколько она соответствует, скажем так, мировой практике духовного развития. Я нашел очень хорошее, очень подробное соответствие этой практики в тибетском учении Дзогчен, которое, я уверен, вам известно, хотя бы в общих чертах. И что любопытно, что высшее достижение в практике Дзогчен является достижение радужного тела. То есть человек не умирает, а человек превращается в шар света. Я думаю, вы все сразу же узнали. То же самое, что происходит с практиком, который занимается в русле месоамериканского шаманизма и достигает тоже становится сгустком света и уходит в третье внимание. То есть параллелей очень много. То и в конечном результате, и в методах. Но я сначала скажу о том, что сделал я лично, анализируя сталкинг, вот как он нам достался от Кастанеды, дополняя эту методику. Конечно, я скажу только самые важные вещи. Остальное, все подробности, это уже мы можем разобрать только на наших курсах. Ну вот, во-первых, что такое сталкинг и из чего он состоит? Как работает осознание, когда оно занимается выслеживанием? Мы проходим через 3 фазы выслеживания. Первая называется заметить. Это и есть, так сказать, то, с чего начинается наш сталкинг. Мы должны заметить возникшее внутри нас чувство, эмоцию, или напряжение, или еще что-то. Когда мы это заметили, второй этап сталкинга, мы должны это осознать. И вот здесь начинаются проблемы у некоторых, а иногда у большинства практикующих. Потому что осознать это ведь не значит, там, не знаю, как-то отнестись или испытать какую-то мысль или идею по поводу того, что вы заметили. Осознать это значит понять, что замеченное мною чувство, замеченная мною эмоция или ощущение, или напряжение не является моим осознанием. Вот есть внутри меня мое осознание, и я его усилил настолько, что я его могу ощутить, могу его отделить от того, что я проживаю, замечаю. Вот это и есть момент осознания. Например, я сегодня чувствую грусть. Да, я заметил, что я чувствую грусть. Эта грусть не является мной, не является моим осознанием. Это исключительное чувственное переживание. Я могу перевести свое внимание на осознание
и понимаю, что внутри моего осознания грусти нет. Я оттуда как бы смотрю на грусть, а грусть эту вырабатывает мой тональ. И вот третий этап работы сталкинга называется понять. То есть после того, как мы заметили, осознали, мы начинаем понимать, почему, скажем, эта грусть во мне возникла. Из-за чего? Там сработала определенная цепочка, какая-то причинно-следственная цепочка внутри тоналя, которая вот производит, генерирует эту грусть. Это так, в принципе, работает. Осознание всегда снаружи работы тоналя. И это не какое-то размышление, не умственная спекуляция, а это происходит внутри нас как специфическое, опять же, ощущение и переживание. Мы можем сколько угодно об этом говорить, там, книги писать. Можем, в общем, пока это остается на уровне ментальном, все это не есть часть нашего опыта. Вот, если в результате практики нашей мы научились разделять осознание и содержание тоналя, научились смотреть из осознания на то, что производит тональ, вот только тогда это становится частью нашего личного опыта. Причем мы можем даже этих слов не знать, да, этих терминов, вообще ничего не знать, но ощущение к нам приходит. Мы понимаем, в тот момент, когда мы понимаем, что мы свободны от этих вещей. То есть это вот такой вот процесс, который нам доступен только в результате практики. Сталкинг, как вы понимаете, это вот выслеживание. Что мы можем выслеживать? Ну, понятно, что в книгах Кастанеды в основном речь идет о выслеживании того, что я назвал базальными комплексами. Страх, собственная важность и жалость к себе. Это значительная часть содержания тоналя. Да, их, естественно, надо выслеживать, но не только этим ограничивается выслеживание. Вот я смотрю, как я их разделил, эти компоненты сталкинга. Сталкинг тела. Да. Внимательное дыхание. Мы можем выслеживать свое дыхание. Сталкинг напряжений. Очень важный. Почему? Потому что когда мы выслеживаем и осознаем напряжение своего тела, а напряжениями сопровождается практически любая активность тоналя. Весь внутренний диалог, все эмоции. Если вы будете внимательны, понаблюдаете к себе, вы заметите, что напряжение – это первое, что чувствует наше тело. Сначала приходит волна напряжения, а затем уже то, что это напряжение вызвало. Так что сталкинг напряжений – это важный момент. Их надо выслеживать, и их надо уметь останавливать и растворять. Сталкинг движений, дыхание сталкера, да, это тело сталкера, сталкинг индульгирования. Некоторые виды сталкинга связаны с дыханием. В отдельных случаях нам нужно использовать такие специфические виды сталкинга. Сталкинг привычек питания, например. Потому что если мы хотим трансформировать
свое тело плотное, надо иметь в виду, понимать, помнить, из чего оно собрано, как оно сформировалось. Оно сформировалось в том числе из еды, которую мы привыкли есть каждый день. Значит, надо просто на это обратить особое внимание. Потом есть отдельный, это вот мы говорили, все это был сталкинг тела. Есть отдельно сталкинг внимания самого. Очень важная категория, или раздел сталкинга. То есть мы должны поработать над тем, чтобы научиться замечать, как наше внимание движется внутри нашего внутреннего мира. Как оно, что оно замечает, что оно не замечает. Его гештальты, его шаблоны. Для этого есть специальные техники. И об этих техниках мы тоже говорим на моем курсе. И, в общем, надеюсь, что вы сможете обучиться и использовать их. Там вот плюсики, взгляд сталкера, сталкинг внимания. Потом есть отдельный вид сталкинг осознания. Это сложнее, потому что обычно мы свое осознание никак не ощущаем. Оно вне поля нашего внимания. Поэтому сначала мы усиливаем немножко свое внимание, чтобы сделать так, чтобы в это расширившееся поле внимания попало наконец и само сознание. И вот тогда мы начинаем работать уже с ним. И там появляются такие вещи, как сталкинг сужения сознания и сталкинг вовлечений. То есть мы учимся замечать те моменты, когда наше осознание сужается. Мы учимся замечать, когда наше осознание вовлекается во что-то, сливается с этим. И мы как бы исчезаем. Потом сталкинг спонтанной остановки внутреннего диалога. С моменты, когда мы без всякого специального намерения вдруг зависаем. И попадаем в глубокую тишину. Почему это происходит? Ну, там есть техники вычитания, 5 принципов сталкинга, о которых ничего не сказано у Кастанеды. Сразу предупреждаю. То есть, то, о чем я говорю, вообще с тех пор, как я же говорю, как я написал в своей книге, прошло уже много лет. Так что не удивляйтесь, что появилось очень много мыслей и идей, приемов и техник, о которых в книгах, ни у Кастанеды, ни в моих книгах ничего не сказано. И вот после только этого сталкинг базальных комплексов, о которых вы помните, если читали мои книги. Там сталкинг чувств собственной важности, сталкинг жалости и сталкинг страха. Отдельный прием, там разговор с тоналем, техника под названием «Я умер». Это все. Отдельный вид еще есть выписывающий сталкинг. Не буду вдаваться в подробности, это слишком просто много времени займет. А есть даже такая штука, как сталкинг неявной активности внутреннего диалога. Потому что наш тональ очень хитрый, он же является вот скоплением автоматизмов. И даже когда нам кажется, что у нас в голове ничего не происходит, все равно что-то происходит. Происходит вот эта самая неявная активность. И эту неявную активность мы можем найти, заметить, сфокусировать
на ней свое уже немножко натренированное внимание и сделать так, чтобы эта неявная активность в конце концов растворилась и исчезла. Это вот уже такой более продвинутый этап в работе над сталкингом. Ну и есть еще сталкинг убеждений, сталкинг энергии, сталкинг потока сознания, сталкинг ощущения пространства и сталкинг интенсивности осознания. Они не очень, там нет каких-то так много практик и, то есть каких-то больших сложных вещей нету, но у каждого из этих видов сталкинга есть свой принципиальный подход и есть свое, что главное, намерение. То есть нам нужно что-то выделить в своем внутреннем мире, некий пласт содержаний выделить и научиться удерживать свое внимание на нем, пока это не станет управляемым для нашего осознания. Вот, если очень коротко, что такое сталкинг в моем нынешнем понимании. Когда мы погружаемся вот в эти выслеженные состояния, когда меняется качество нашего внимания благодаря этому, а оно же так и работает. Сначала, благодаря сталкингу, меняется качество внимания. То есть мы начинаем, во-первых, лучше его контролировать. А во-вторых, лучше его просто ощущать и чувствовать и понимать. И, наконец, в-третьих, мы начинаем все больше отделяться. И осознание, которое является источником этого внимания, оно все чаще отделяется от всего остального. И мы начинаем понимать, что я – это я. А вот это вот все – это не я. Да, вот эти все привычки, эти автоматизмы, эти программы поведения и реагирования. Я могу от них отделиться, я могу на них смотреть. И когда я это делаю, я усиливаю свое сознание. Это все результаты регулярной, системной работы над сталкингом. То есть, если вы подходите к этому вот так серьезно и системно, то есть шанс, да, время от времени погружаться. То есть ваше внимание, когда вы его начинаете им управлять, оно все чаще начинает обращаться на собственный источник. А когда оно обращается на собственный источник, вы начинаете ощущать то, что раньше не могли почувствовать. То есть то, что есть, собственно, ваше осознание. Когда вы его чувствуете, вы открываете целое измерение внутри себя. И это измерение тоже открывается в определенном порядке, последовательно. Сначала одни состояния, потом другие, потом третьи. И у каждого такого, каждой волны осознанности, которую я называю волна ясности, мы приходим к чему-то, пока не достигаем второго внимания, обычно в сновидении, а потом третье внимание. Третье внимание, оно приходит, когда мы освобождаемся от плотного тела. Вот, значит, и вот параллельное описание, которое я нашел в тибетской практике Дзогчен, о которой я сказал в самом начале. Вот смотрите, в медитации Дзогчен это описывается как
алая привычек. Алая на санскрите это хранилище. Примерно так можно перевести. Сокровищница. Алая Виджняна, сокровищница сознания. А это значит хранилище привычек наших. То есть вот это тональ в тибетском, и не только тибетском, но и индийской описании, в их метафизике. Алая привычек. И распознаем. Мы сначала достигаем алая привычек и распознаем ее. Потом мы приходим, затем делаем то же самое со светоносным рикпа. Рикпа они называли вот это самое наше осознание. Сущностное, светоносное. Затем с сущностным рикпа. То есть, я когда вот с этим познакомился, я увидел массу параллелей. Потому что, хотя здесь нет описания смещения точки сборки, благодаря чему это именно так происходит, но многие вещи описаны очень похоже и близко. Алая привычек порождает зрительное и слуховое восприятие. Да, мы видим объекты, да, мы благодаря вот этой памяти, которая хранится в этой сокровищнице наших привычек, этом хранилище, а также воображение и вербальное мышление. То есть вот наш тональ. Алая привычек не присваивает ментальных ярлыков и не преследует объекты, но она происходит на более тонком уровне, чем зрительное и слуховое восприятие. Она лежит в их основе, а также в основе воображения и вербального мышления. Однако распознать алая привычек невероятно трудно. Вот здесь начинаются те сложности, которые, по крайней мере, в традиции тибетской, и не только тибетской, либо они описаны сложно, и мы не можем их понять, либо по каким-то причинам сами, в общем, эти люди испытывали трудность в выражении этих идей и в передаче этих идей. И я понимаю, что да, это действительно очень сложно вербализовать и передать это все. Благодаря схеме мироописания Кастанедовского немножко это проясняется, и это нам помогает. Так что мне, в общем, это помогло, и я смог понять. В общем, чтобы распознать алаю привычек во время сенсорного познания, нужно идти глубже и глубже. Это все идет через остановку внутреннего диалога, о которой здесь ничего не сказано в тибетской традиции. Ну, есть сказано, но иными словами и описано иначе. Через специальную работу для того, чтобы достичь осознания, которое они называют рикпа, то есть первоначальный ум или что-то вроде основа ума. Рикпа в данном случае можно распознать в когнитивных пространствах между отдельными моментами зрительного и слухового восприятия, воображения и вербального мышления. То есть, вот здесь, что хорошо мне понравилось сказано, поскольку распознать миллисекунды неконцептуального зрительного и слухового восприятия очень трудно, да, мы начинаем с того, что пытаемся распознать алаю привычек между моментами вербального мышления. То есть мы ищем мгновение тишины. И в этом, я почему об этом говорю, чтобы вы понимали, то, что написано у Кастанеды, не является его собственным личностным мифом, не является какими-то там содранными у других вещами. Это является таким отражением общечеловеческого знания, знания тех людей,
которые пытались в разные века, в разных культурах достичь трансформации. И, в общем, вот подобие это, оно и проявляется, когда мы начинаем подробно изучать разные духовные учения в разных культурах, мы находим удивительные сходства, которые есть и у Кастанеды. Просто у Кастанеды они по той или иной причине, опять же, потому что он никогда не выступал в роли духовного учителя. Он был просто популярным писателем, и его эта роль вполне устраивала. Поэтому он в подробности, в детали не входил. Но каких-то моментов он касался. И это можно в книгах найти, если их не просто читать, если их исследовать. Как это делал я в свое время. Вот. Ну и вот тут есть методы, которые использует тибетская традиция. Там, например, медитация в полной тишине и темноте с 3 неподвижными. Так называется, да? Неподвижное тело, неподвижные чувства и самое главное, на которое мы меньше всего обращаем внимание, неподвижный ум, что самое сложное, и поэтому мы не очень обращаем на это внимание. Легче сделать тело неподвижным, сделать неподвижные чувства более-менее, а вот неподвижный ум — это не только когда мы не думаем активно и у нас нет мыслей, и мы пребываем в настоящем моменте осознавания. Да, мы еще и следим за тем, чтобы внимание наше остановилось и находилось в неподвижном состоянии. Об этом вообще большинство людей, даже практикующих, не думают. И для них внимание не является предметом специальной работы. Оно есть и есть. А это неправильно. И это одна из причин, почему далеко не у всех практика приводит к какому-то существенному прогрессу. Ну вот этот неподвижный ум, включая неподвижное внимание, потому что у тибетцев это все как раз соединялось. Вот необходимость. В общем, и вот тут дальше мы идем, что тут еще мы находим. Мы медитируем на все более тонких уровнях, которые включают сосредоточение на одновременном возникновении, пребывании и прекращении. Для большинства людей современных, даже пытающихся практиковать, эти слова ничего не означают. То есть за этой формулировкой для них нет никакого опыта. А для тибетской традиции, когда учитель своим ученикам говорит, что мы будем сосредотачиваться на одновременном возникновении, пребывании и прекращении, они понимают, у них возникает сразу воспоминание о вполне определенном состоянии. Это состояние возникает и в процессе нашей практики на определенных уровнях. То есть надо просто на это обратить внимание. В общем, я об этом говорю, и мы выделяем это состояние. После того, как это состояние внутри нас возникло, следующая наша работа заключается в том, чтобы научиться в этом состоянии пребывать. Потому что любой новый опыт, он сначала перед нами проносится, или мы к нему быстренько прикасаемся, и он тут же ускользает. И в этом пока еще нет никакого открытия. Для того, чтобы это стало открытием и проходом в новое измерение, скажем так, для этого надо
уцепиться за это новое переживание, или как прикоснуться к нему и не отпускать это новое переживание, и держаться. И пока мы находимся в таком вот контакте, сфокусировав себя на этом чувстве, мы входим все глубже, 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 и нам начинает открываться следующее ощущение и следующее переживание в этом состоянии. Так постепенно мы отходим от позиции первого внимания. Наша точка сборки, ее фиксация слабеет, и она постепенно обучается вот этому свободному движению в каком-то диапазоне, в том диапазоне, который соответствует той личной силе, которую мы наработали в процессе своей практики. Ну вот, собственно, здесь еще много деталей, я, наверное, на них не буду останавливаться. Удержание внимания, оставление ума в состоянии покоя, чтобы он оставался устойчивым на своем месте, обнаружение самой сути, избавление от чувства реальности, когда после тщательного анализа ум перестает следовать за объектами, и ему некуда деваться. Использование промежутка между осознаванием и его объектами. Внезапное отвлечение внимания. Ну вот, они используют для этого этот крикпэт. Когда человек находится в таком особом состоянии, ну, как мы бы сказали, когда его точка сборки уже не жестко зафиксирована, она уже чуть-чуть поплыла, а тут вот этот вот резкий крик пхэт может привести к новой фиксации, а это может вызвать озарение, откровение и так далее. В общем, ряд эффектов. Но вот то, что вот это мы распознаем сначала не рикпа, а алаю привычек, то есть, что мы должны заметить, что внутри нас есть хранилище, где собраны программы нашего реагирования, нашего поведения и многого другого, разнообразные шаблоны, гештальты. И все это, что в данном случае самое важное, зачем нам нужно это заметить и распознать, что мы делаем с помощью сталкинга, чтобы мы поняли, что все это не является нами, это не является нашим осознанием. Это то, что добавлено. Осознание на самом деле породило все это. В первые годы жизни, да, мы сами построили все эти огромные конструкции, создали это гигантское хранилище привычек, и мы приросли к нему, мы слились с ним. Настолько слились, что мы не чувствуем, что мы, как осознание, являемся чем-то отдельным от этого хранилища. Мы очень часто считаем, что это мы и есть. Когда мы долго занимаемся сталкингом, мы начинаем ощущать, чувствовать, что это разные вещи. Дальше идет распознавание светоносного рикпа. Это когда наше внимание, здесь об этом почти ничего нет, об этом мы это открываем в процессе практики. Но что важно быть внимательным, да, не перепутать постижение лая привычек с постижением рикпа. Наше внимание постепенно смещается на само осознание и мы начинаем его, ощущать, слушать, чувствовать всеми фибрами своего существа. И вот тогда, когда мы входим
в глубокую концентрацию внимания на собственном осознании, тогда нам открывается то, что они называют светоносная рикпа. То есть это то состояние, где мы начинаем различать свет в основе мироздания. То есть это для Кастанеды это уровень, близкий к уровню видения. Это, собственно, такие всплески видения, которые вот начинают нас настигать все чаще и чаще. Вот. Ну и потом они еще выделяют сущностная рикпа, которая идет уже за светоносным. Стадия прорыва и скачка вперед. Вот так описано это все в традиции Дзогчен. Причем там тоже несколько школ, несколько вариантов описания. Мы должны понимать, что восточная, тибетская эта традиция, она неоднородна. Разные учителя трактовали разные процессы по-своему. Все это формировало разные такие потоки учения, обучения. Но общий принцип и понимание вот примерно такое. Найти алая привычек, за ним найти светоносная рикпа и за ним уже найти сущностная рикпа. На это, в общем, жизнь, практика и уходит. Когда мы приходим к сущностному рикпа, мы приходим в конце концов к радужному телу или к телу света. То же самое происходит. И когда мы занимаемся практикой по Кастанеде или практикой по Дону Хуану, только здесь многие вещи описаны иначе, более привычным для нас, может быть, языком, потому что здесь не было таких закрытых таинственных переходов, да, которые можно найти в тибетской культуре. Они до сих пор не все открыли европейским исследователям и читателям. То есть кое-что умалчивается до сих пор. Вот. Я скажу, что в этом плюс в том, что мы ничего не умалчиваем. Вот что нашли, то и рассказываем. Вот так вот. На этом я и закончу. Это короткое видео о сталкинге и его роли. Мы выслеживаем себя и, выслеживая себя, усиливаем того, кто выслеживает, и при этом параллельно изменяем качество тех содержаний своего тоналя, которые мы выслеживаем. Такая вот работа. Удачи!